Группа «Медвежий угол» — это очень редкий пример взлета казанского рок-коллектива в середине 90-х. Взлета неожиданного и непрогнозируемого. В основном в 90-е на сцену пробивались из лютого андеграунда, либо с очень сильной поддержкой через связи, либо деньги. На этом фоне старт карьеры группы «Медвежий угол» нельзя назвать не иначе, как сказкой. Кстати, музыкальный стиль коллектива очень точно подходит под это описание. Как вы сами начинали заниматься музыкой? Ой, у меня путь такой был долгий и тернистый. В общем, пытался я учиться в музыкальной школе по классу фортепиано, но как-то у меня не сложилось. И я все дело забросил после 2,5 лет обучения. Благополучно все забыл. А лет в 14 уже мне очень понравилась одна девочка. Она нравилась всем, она такая была у нас звезда. И мне как-то захотелось, чтобы она на меня внимание обратила. Но в то время, это середина 80-х, то есть, как сделать так, чтобы на тебя обратили внимание? Надо сыграть что-то на гитаре, сыграть хорошо. Я сел за эту гитару, то есть понятно, что след девочки уже потерялся, а гитара до сих пор со мной. И как у многих бывает. Она считалась, что это, так сказать, романтичная история. Да. Не, меня всегда тянуло. Мне как-то музыка, она всегда была рядом, но, как сказать, может быть, не близко, но постоянно, так или иначе, меня касалась своим крылом. Ребят, давайте создадим группу, давайте. То есть создали мы группу, где-то там сначала у друга дома репетировали, потом в подвале своего дома у другого друга. А потом мы прослышали, что есть такой ДК железнодорожников, Юдин, я сам юдинский. Там есть прекрасная студия, вокально-инструментальная, туда можно пойти, и там есть Мака-чародей, добрейший души человек, очень великий человек, я ему обязан очень многим, не только в плане музыки. Володя Фадеев, он замдиректора, и по совместительству он был руководителем этой вокально-инструментальной студии. Он нас принял, и потом мы уже стали там играть, дал нам время, стал со мной заниматься гитарой, он очень приличный гитарист, и стал меня развивать, и я вообще изначально сложился как гитарист, потом уже запел от безнадеги. С первой аудиторией это все свои, по большому счету, все вас наверняка знают. Но наверняка первый такой город, потому что все-таки Юдин тогда еще не был, по-моему, частью Казани на тот момент, 88-м. Нет, был уже. Но тем не менее, что... Кировский район. Да, понятно, что все равно уже цель покрупнее — это Казань, наверное, да? Да, в 94 году в конце мы... Как-то был отчетный концерт у нас в Дворце культуры. Сказали: ребят, вы там сидите у себя в студии, что там, бутылки за вами уже замучились выгребать, давайте уже что-нибудь сыграйте, сколько можно. Ладно, сыграем. Где вы? Это ДК железнодорожников был? Да, Юдинский ДК железнодорожников. И мы как-то, и что-то Андрюх приехал, пошли на репетицию все вместе, мы общались, друг друга знали, то есть... Вместе как-то там какие-то мероприятия у нас были. И, сыграем. Значит, как-то он так взяли клавиши, он тут на клавиши встал, за клавиши встал, и что-то все получилось сходу. Сыграем, а как назовемся? Не знаю, стали там... В общем, название было просто тьма тьмущая, я сейчас не вспомню. А у меня был, друг был, тоже такая культовая казанская команда, Калуга Бенд, Булат Сидиков. И он ко мне периодически приезжая, он все ругал меня. И он как-то: медвежий угол, заберешься, не выберешься. И я говорю: ребята, Булыч сказал,
как медвежий угол. Все-таки сначала посмеялись, говорит, ну, там, лисий треугольник, заячий параллелепипед. Ну, в конце концов, ничего более подходящего не нашлось. Назвались, сыграли, вот. А потом, собственно, вот было то, о чем вот вы говорили. В апреле месяце мы как-то так сами в себе раз собрались и поняли, что нам что-то надо куда-то вот все это вот кому-то показать. Да? То есть убили Влада Листьева, общественного деятеля, ведущего программы «Взгляд». И это было на 40 дней. Вот. Валера Колоколов, известный как бы деятель в Казани, человек, который, благодаря которому очень много вообще музыкальных событий в Казани произошло. Он, конечно, очень много сделал. Вот. Был концерт. И мы каким-то образом туда, кто-то нас туда вытащил, практически за шиворот. Давайте, говорит, вылезайте из своей берлоги. Эй, мужики, бедолаги, серые сермяги, хватай девок на баб, выходи, кто в пляске не слаб. Эй, купцы и молодцы, бояре знатные, люди ратные, не гляди на народ с опаской. Выйдь потев со скоморохшей пляской, хороши ли блохи, играй для всех скоморохи. Это где какая локация была? Это ДК Горького на Баумана. Это пересечение Астрономической и Баумана, по-моему, да? По-моему, да. Ну, возле Дома чая. Да. То есть это такое культовое было место, Горькушка, это наша казанская. Там проходили все эти концерты 94-й, 5-й, 6-й годы. Потом она как-то куда-то уже перестроилась. Вот, во что-то другое. Вот. Это был какой-то фестиваль или просто именно какой-то... Это был сборный концерт «Солянка» и «Памяти Влада Листьева». На 40 дней это было. То есть именно так назывался? Именно по памяти Влада Листьева, да? Да, так назывался. То есть, 94-й год, грубо говоря, вы начали с Казани. То есть, а после этого вы куда-нибудь поехали? Ну, мы стали ездить, насколько позволяли средства. И, по Волжье? Как сказать, по Волжье, да, по Волжье. Самара, Тольятти был. Вот. Все, естественно, нас пытались сравнивать с Калиновым мостом, вот, потому что корни никуда не денешь. То есть, кто как бы на корни опирается, вот. Как бы они, как ни крути, они были первыми. Ну, то есть вот. это в этом направлении. То есть у вас же там как фолк же. Ну да, у нас фолк. Сейчас мы с Дмитрием Ревякиным попробуем исполнить несколько композиций, которые мы втайне от него подготовили. И здесь уже по приезду мы его озадачили. Говорим, давайте сыграем. Репетиции нет, все делать в реальном времени. Старая дорога, давняя тревога, пеплом залетает горькие следы. Ты седай шагаю, сумерки глотаю, ночь слабо тает, пью горстями дым. Устало прячется в пыли, быльем оборван, устами светил, быльем ресницы выбелил. Эй, гой, что не весел, плечи
92 году, то есть когда у нас уже вся эта движуха шла, я послушал «Калинов мост», и, конечно, мне прям снесло крышу. То есть настолько это мне понравилось, настолько это принял. Естественно, он повлиял на меня и на мою музыку. И мы потом познакомились с Димой, стали общаться. То есть он очень много мне рассказал, для меня лично дал вот мне. То есть, естественно, то есть говорить то, что вот нет, я не знаю, что такое «Калинов мост», нет, и, конечно же, я знаю, и, конечно же, «Калинов мост» и Дима Ревякин, они оказали очень большое влияние вот, в плане нашего становления. И он и помогал уже, и словом, и делом, там, и концерты у нас совместные были, и альбом третий он на Navigator Records помог нам уже на лейбл как бы устроить, и много чего еще. Вот. Потом еще в 1997 году, перед тем, как значит, угол первого созыва прекратил свое существование, мы поучаствовали в таком фестивале «Песня России». Это был такой кочующий фестиваль, там было 12 городов, по-моему. Они ездили со своими декорациями, со своим звуком, со своим светом, вот, со своим персоналом. По тем временам это было очень круто. Вот. Выбирали там, значит, ходили по местным каким-то тусовкам, через кого-то, и выбирали человек 10 или там больше каких-то там, в общем, участников. Вот. И потом, значит, эти участники готовили, записывали минусовку, и под минусовку вживую они пели на концерте. Вот. Мы пели, как сейчас помню, песня была «Оборотень», она совершенно просто была. А это тот случай, как потом же у них финальный гала-концерт, по-моему, был по России, по второму каналу. Да, по второму каналу, по России. То есть вы вот через отбор, получается, туда попали, да? Ну, как-то даже, я не помню, честно. Мы были на каком-то сессионе казанском, вот, играли тоже что-то какие-то сложные вещи такие, что-то я там на гитаре играл, там дым, короче, от грифа. И, уходим со сцены. Вот, у меня еще дочка родилась, значит, я такой невыспанный, у меня глаза вот такие, как у китайцев, уже еле-еле открываются. Вот, со сцены сошел, сразу устал, навалился, подбегает несколько теток таких бодрых. Так, медвежий угол, так, у нас, значит, через 3 дня будет съемка, «Песня России», вы участвуете? Какая «Песня России»? Чего? Так, короче, вам потом расскажут, вот этот человек вам расскажет, короче, так, голову надо будет помыть, там все. Я такой, ладно, хорошо. Вот, и пошли мы туда, записали фотограмму, минусовку. То есть, там были, Укупник там был, потом Синчукова была, по-моему, была группа «Дюна». То есть, такой уровень, гости, вот, и мы, значит, там. Да, и вас, кстати, по-моему, представляли тогда не как Казань, а как Юдина. Как Юдина, да. Мне это, меня это не поломало бы, Юдина, в принципе. Я Казань очень люблю, всегда всем об этом говорю, во всех городах, во всех там местах земли, куда меня забрасывает жизнь. И Юдина люблю еще больше. Ни для кого не секрет, что помимо официальной эстрадной музыки существуют и коллективы, которые работают в неформальных, альтернативных направлениях. И мы решили ни в чем себе не отказывать и пригласили для участия в конкурсе группу под названием «Медвежий угол». Поселок Юдино, Медвежий угол. Оборотень. Медвяные травы, росы окропили. Сквозь туман вечерний звезды проступили. Естественно, там уровень был очень серьезный, но там музыки, подобной нашей, не было вообще. Нас взяли просто как этих экзотов, экзотических зверушек, там, крокодила в ванной поселить, там, или еще какого-нибудь, не знаю, там, суриката. Вот, вот смотрите, что у нас есть. Знаете, вот это у нас нормальные люди, а это у нас вот такие вот.
у нас как композиции были сложные, мелодичные, как такие. Сами мы выглядели так прикольно. Потом еще, помню, доснимали дубли. Значит, в 2 часа, в час закончился концерт, или в 12, там, и мы там до 5 утра доснимали дубли. Да, ну понятно, но просто все равно же какие-то люди потом наверняка после фестиваля как минимум подходили, спрашивали, знаете, нет? Да, я не помню. Вот, честно, я просто... Нас куда-то звали, мы ехали, играли. Нам предлагали какие-то деньги, мы их брали. Мы не торговались. То есть мы играли, нам очень нравилось играть, просто играть. Получается, что у вас на момент фестиваля еще не был записан альбом. То есть вас просто на живом, так сказать, прослушали, и после этого вас уже взяли сразу. То есть именно, то есть даже, то есть никаких записей, то есть именно... Никаких вообще. То есть, ну, можно сказать, так сказать, энергетика тоже какую-то роль сыграла. Ну, наверное, да. Ну, теток тоже, наверное, снесло. Они такие с горящими глазами-то подбежали. Вот, дай бог им здоровья. Я помню, как они нас так всех, так, ребята, такое ощущение, что они боялись, что мы сейчас куда-то убежим. Название родилось из прикола, в принципе, потому что у нас пригород Юдина считается, и наши друзья из Казани ездят туда на электричке и постоянно так нас, значит, поругивают, так вот, опять в ваш медвежий угол ехать там. Уже философски, это базится философскую настройку, мы потом уже это сами придумали. То есть они, как Змей Горыныч, в 3 головы говорили одновременно, и мы пытались как-то все это дело воспринять. Видимо, каждый запоминал то, что мог. Ну, в общем, ну, потом мы все это дело соединили. Вот. Все получилось хорошо. Вот. Да, наверное, это самый такой вот большой, самая такая серьезная веха для угла первого созыва. Это участие в «Песне России». А вот песня «Оборотень» как появилась? Потому что все-таки она у вас такая веховая. Ну, «Оборотень» такая песня своеобразная. Да, там, в принципе, ничего такого-то нет. Клыки у меня не вырастали, то есть на Луну я не выл. Просто начало 90-х, 92-й, 93-й год, там как-то все спаялось. Вы знаете, все эти события 93-го года, когда расстреляли Белый дом, вот, криминал повсеместный, ну, просто такое, конечно, лютый, постоянно убийства, постоянно какие-то об этом вот все писали, что убили этого, 5-го, 10-го, то есть это становилось обыденным. Лучше в шкуре серой, чем в парче да шелке. Лучше в вашу веру обращусь я, волки. На лужайке ночью выкупаюсь в росах. Лучше доля волчья, чем с ума да посох. Мне кафтаном новым станет мех звериной, ветви будут кровом травым хитриной. Слыша мой далекий на ночных дорогах, путник одинок и в раз помянет Бога. А, кстати, были какие-то особые требования, то есть, ну там, в плане жесткости, когда организовывался сама запись, то есть там вас как-то строили, что ли, когда это все происходило, нет? То есть, да какие-то были, я не помню. Я помню, что я пришел невыспанный, дочка кричала, маленькие дети, они же, знаете, у них там животик болит, и 2 недели в этом крике. Я пришел просто спящий, там, ну, напился кофе, там, у нас глаза открылись. То есть что-то говорили, мы что-то выполняли, я не помню. Вот. Мы все сделали прям как надо было, все остались довольны. Ты же мой созлобый человека. Кстати, вопросик, а почему вот вы до 2001 года, получается, даже ни разу не смогли записать альбом? То есть, потому что первый альбом у вас 2001 год, я правильно понимаю, да? Да, в 2001. Ну, как-то, не знаю, вот у нас, когда наигрался материал, у нас к 97 году, значит, последней вехой нашего вот этого пути, угла первого созыва, был концерт с группой «Ревякины соратники». Вот. После этого у нас басист, ну, он задолго до этого еще говорил, что, ребят, я ухожу в ремесло, в науку. Он тогда вот геофак закончил, на кафедре остался. Вот. Олежка, он уехал
вообще в Ленинградскую область, в город Кириши, там жизнь так сложилась. И, короче, нас всех вот так жизнь раскидала, и угол заглох. Вот, и потом уже угол собрался где-то, наверное, году в 99-м опять. Вот, второй созыв был. Вот. Мы поиграли года 2, и тоже какой-то демо-альбом, какую-то демозапись мы записали. Но этот альбом, это же очень серьезно, это должно, в первую очередь, насколько я вот это дело вижу, должно получиться сложиться какое-то видение. Ну, это как концепция. Да, тем более, во-первых, это какая-то серьезная, какой-то философик, наверное, должен быть. Да. То есть я какие-то мысли, наверное. Концептуал, да, и мне нужно, чтобы... А вещи у нас были очень разнородные, разноплановые, то есть, нас несло, вот как несло, так и несло, мы больно так подгребали по течению, то есть, как-то оформить это все, направить как-то вот в одно русло. Но у нас не было такой задачи. Я говорю, это время, оно благословенное, и оно хорошо тем, что мы играли музыку ради музыки, мы вообще не заморачивались. То есть, как это будет продаваться, сколько это будет стоить, там, куда надо отдать, какому продюсеру, там, с какими лейблами можно сотрудничать, с какими нельзя. Нам все было фиолетово. То есть, нам нравилось играть, петь, мы играли, пели. Вот. И потом уже в 2001 году я закончил институт в 93-м и работал в санэпидемстанции, санврачом. В 2000 году я это все дело оставил, ушел играть. То есть можно сказать, что с 93 по 2001 вы совмещали я работу на станции скорой помощи, санэпидстанции, и при этом еще играли то есть музыку в таком серьезном на самом деле уровне, потому что у вас тут как в 95 году у вас на телевидении, а по большому счету выше уровня, наверное, в 90-е годы не было. Уровень выше телевидения. Ну да, на тот момент, да, телевидение это было. Как-то раз в угаре пьянки из обугленной стены вышел светлый ангел знаком давешней весны. Вы тут рюмками звените, а в округе пустота. Я вообще не твой хранитель, просто мимо пролетал. Не тушуйся, эко-дива, да не плюй через плечо. Может мне сгонять за пивом, может что-нибудь еще. Я же ангел, весь их чудо следом сбудется добро. Что молчишь, налей покуда, наломал ты верно дров. Мы впахивали, как-то нам просто везло. У нас жизнь сводилась с какими-то людьми, которые дальше помогали нам, как-то подсаживали, подталкивали. Причем все это делалось просто потому, что им нравилась наша музыка. То есть о каких-то деньгах речь, наверное, до года 2007-2008. Но сейчас уже полностью профессионально, то есть вообще. Сейчас у нас коллектив, то есть я вот единственный человек необразованный музыкально, наверное, тоже уже профессиональный музыкант, наверное. А мы собираемся, у нас, есть концерт какой-нибудь, если мы долго не играем, там 2 репетиции или 1, и все, идем играем. То есть, нет, ребята просто, это лучшие музыканты Казани, и я этого слова не боюсь. А сотворение мира, вот это вот для Казани, да, это самое серьезное событие, наверное, из всех, которые когда-либо были, потому что приезжали группы просто мирового уровня, их можно было так вот послушать. Господа, вы знаете выражение «медвежий угол»? Это обычно глухая провинция или деревня, куда можно дойти только пешком. Но если в столичном городе группа с таким названием выходит на сцену, есть 2 варианта. Либо они назвались в шутку, либо всерьез. Встречайте «Медвежий угол». «Медвежий угол».
Здравствуй, родной город. Прими же в дар песни наши. Сходят с ума. Ё-моё, где вранье, что накаркало? Ой, ветер поет, снова поет, правда, значит живой. Ой-ой! В 9-м году мы там поучаствовали, сыграли. Вот, как-то тоже непонятно, как мы туда попали. Благодаря Саше Батракову, кстати, мы туда и попали. Уровень был просто высочайший. И там, когда вот эта бригада голландских техников обслуживала все это дело, там, значит, мы идем, такие чувствуем себя звездами там, какого-то мирового масштаба, там написано Берсконе, там Медвежугла, это ваше, там все. Да. И мне, в общем, было интересно. Звук был, вот, требования были такие серьезные, профессиональные. Но мы вышли, то есть мы уже были напуганы кабаками в течение многих лет, поэтому мы вышли, сыграли, там нас ничего уже не пугало. Но в кабаках, когда вы начинали, тогда там было очень, наверное, весело играть, да? Да, в кабаках всегда весело. А уж в конце 90-х, начале 2000-х там вообще веселье было. Вот. Ну, то есть, нет, это в том плане то, что ты должен все равно как бы соответствовать какому-то уровню, должен уметь в любой момент собраться, вот, и сыграть хорошо, качественно, вот, чтобы никто ничего не заподозрил. Все нормально, все правильно, все хорошо. То есть, там, тем более, может быть, где-то адаптироваться под аудиторию. То есть иногда приходилось, да, потому что бывает контингент разный. То есть бывает такое. Ну, собственно, все профессиональные музыканты, они вот так вот, кабацкая ветвь и академическая ветвь. И они, значит, этих мучают там, начиная с музыкальной школы, музыкальной училища, консерватории, там вот это. Они выходят. В кабаке то же самое происходит. Какие-то, значит, стандарты, им надо соответствовать. Вот, все. Значит, ты должен собрать, должен сыграть вот это. Не сыграл, извини, брат, мы позовем другого, все, вылетаешь. То есть, и они смыкаются где-то уже там наверху, вот, и начинает такой обмен интересный. Вот, потому что, когда у нас Андрюха же у нас консерваторист, вот, на аккордеоне. Вот. А кто-то, вот я, допустим, как бы вот, у меня кабацкая школа еще, кто-то серединка на половинку, там у нас Рома Валиулин, вот, был барабанщик. Вместо студеной версты верстали вы тоскливо январскую вьюгу. Время пришло, и рассыпались стаи. Каждый по нраву приметил подругу. Что будет завтра? Шкуру сниму, тобой судьбою прощен. Мы пережили долгую зиму. Что тебе надо еще? Что тебе надо еще? Тугими ребра, как лочами шкура. Поняли рано, голод метет, как долом пятнистым плетемся понуро. Сердце в груди отбивает чечетку. Волки бродяги, богом хранимые, каждый не раз умирал. А мы пережили долгую зиму, все остальное вчера. Раз про фестиваль тоже говорили, наверное, самые знаковые фестивали, которые вообще российские были, то есть это же получается, кстати, вопрос, вы же, получается, у вас гастроли всегда были только по территории страны, то есть вы зарубежники? Нет, куда нам? Да, но тем не менее, зато самые знаковые фестивали страны тоже посетили, там, Нашествие, по-моему, Дикая Мята, да? Да, были.
То есть, ну, как впечатление, что там было? Да, не знаю, нашествие как нашествие. Как он, татаро-монгол-татарское нашествие. Нашествие как нашествие. То есть, приехали, что-то... Надо отдать должное, вот тогда лейблы, я не знаю, как сейчас, потому что мы сейчас с лейблами не работаем, да, Navigator Records, они нас возили по фестивалям, сами устраивали фестивали, вот, на нашествие, на пустые холмы, еще куда-то. Вот, то есть мы приезжаем, к нам прикрепляют сопровождающего, он нас везет, все вопросы за нас решает. То есть они издавали наши альбомы, они нас как артистов периодически выставляли. То есть это с 2001 по какой? Нет, это началось с 2007 года. С 2008 по 2011. В 2011 там опять очередная волна. В общем, чего-то нас там накрыло. А вот что из вашего вам, так сказать, сейчас вспоминается, как, наверное, самое такое особое отношение какое-то вызывает? Какая песня? Да. Ну, их несколько. Ну, понятно, ну хотя бы там несколько просто. Несколько. Ну, «Ночная гроза». Я написал в 96-м году. Могу даже сказать, как я ее написал. Я поехал в командировку по линии, ну, по Сесовской линии, там что-то проверять, в Йошкар-Олу. И остановился там в гостинице. И вечером поздно ночью случилась гроза. Причем гроза была такая, что просто дождь лил просто стеной. Вот я редко такое видел, стеной. Просто вода просто вот обрушилась с неба на землю, и все смяло, какие-то людей, там, деревья, машины какие-то, там, град пошел. Вот, и я смотрю, там девчонки бегут, платья там придерживают. Небесные хляви разверзлись. Да, разверзлись по полной программе. То есть, и потом, значит, я сидел, смотрел, дело было летом, по-моему, в июне или в мае, светает быстро. Вот, и я смотрю, уже рассвет, гроза умчалась, и меня что-то торкнуло, значит. Я приехал домой, на следующий день написал. Хорошая песня, наверное, это даже не та, которую хочется слушать, а та, которую хочется петь. Вот если ее люди поют, значит все, значит ты уже не умрешь после смерти, ты будешь жить, в этих песнях тебя будут петь. Что бы вы желали бы тем, кто начинает сейчас? Тем, кто начинает, слушать себя, слушать сердце, читать книжки. Вот. Где-то так. Ну, классика и рока, понятно. Слушать как можно больше разной музыки. Вот. Ну, на самом деле, слушать себя, сердце оно не обманет. Вот. И внимательно смотреть за знаками, которые как бы нам небесный куратор дает периодически на каких-то жизненных перекрестках. Сил, упорства. Вот. Где-то так. Спасибо большое. Было очень интересно. Спасибо вам. Так. Кони гривами ветров, ты бели моря, в пении ангельских хоров ширила заря, рвала охапки звезд пророк на земных летал, сотрясая наш мирок, буйно хохотал.